Доброго времени суток, дорогие мои друзья! Вы на канале Элина Голд Таро. С вами Елена, и у нас сегодня новый расклад. Сегодня я решила поговорить о человеке, которого вы носите в своем сердце, в ваших мыслях, и что он думает о вас сейчас, прямо сейчас, его истинные мысли и чувства. Итак, перед вами 3 колоды. Выбирайте, пожалуйста, которая вам подходит, которая нравится. 1, 2, 3 вариант. Тем временем я, как всегда, по традиции поблагодарю вас за то, что вы участвуете в моем раскладе, за то, что вы смотрите меня, за то, что отзываетесь. Я всем очень и очень рада. Ну что же, даю вам несколько еще секунд для просмотра, для выбора варианта. И начнем. Откладываю 3 и 2 вариант в стороночку. И приступаем к 1 варианту. Дорогие единички, приветствую вас. Что он думает обо мне сейчас? Истинные мысли и чувства. Посмотрим мы здесь, какую историю захочет о каком человеке хочет рассказать Таро. Кого, вы думаете, подсоединяйтесь к общему, коллективному, бессознательному. Оттуда мы выудим всю информацию, потому что мысль имеет энергию, и она всегда находит свое место в своих вибрациях. Позитивные вибрации, негативные вибрации. Все имеет свою энергию, свое отражение. Итак, 1 вариант. Думает ли о вас этот человек? Очень много думает, вспоминает о той прелести, которая была между вами. Но мысли его мрачные, грустные. Такое впечатление, как будто бы он, собственно говоря, как бы вы-то расположены к нему. Может быть, вы предлагаете себя, что я о тебе тоже думаю, я хочу быть с тобой, но он как будто бы и не слышит этого, и не воспринимает этого, сидит себе в своем горе и там себе думает под деревом. Эта карта, она вот это исполнение в этой колоде, прям точно так оно и есть, было задумано. Сидит девушка под деревом, вся грустная, так сказать, и ждет, когда рыцарь приедет и спасет ее, ничего не предпринимая для того, чтобы самой спастись как-то. Ну вот ваша девушка сидит и ждет чего-то там. И думает о вас, да, думает. Думает о том, что как-то все грустно, что-то он себя плохо чувствует в этом, вообще в жизни, может быть, с вами. Вот, что-то как-то было хорошо раньше. Вспоминает те сладкие чувства, и моменты, которые были между вами. Иногда, может быть, выпивает, думая о вас, там, пиво или водку, что ему больше нравится. И, в общем-то, как-то чувствует себя уже, думая о вас, не совсем готовым, что ли. Думает о том, что, может быть, сделать все-таки какой-то шаг навстречу или как-то проявиться. Хочет сделать какое-то действие по пажу. Да. Что ты хочешь сделать? Сделать какой-то подарок, может быть, вам, как-то о себе заявить. А что тебе во воспоминаниях твоих? Как? Больше он, знаете ли,
больше у него во воспоминаниях вот какие-то споры с вами. И двойственное такое. С одной стороны, он как-то ему приходят мысли о том, как вы спорили, доказывали друг другу, может быть, ревность какая-то между вами была, подозрения какие-то там возникали, доказывали вы что-то друг другу. А с другой стороны, вот то счастье дома, тепла, не знаю, борща, пирогов, которые вы давали ему, как-то он думает о том, что это было хорошо. Если вы, этот человек вообще с вами борщ не ел и никогда не был вместе, то между вами были какие-то минуты наслаждения, когда он помнит это, когда он чувствовал вас как свою семью, очень много, скажем так, удовольствия, общения с вами. И в то же время была ревность. Почему, собственно, ревность тревожит его, и как-то он об этом думает? Ну, потому что он собственник, потому что он должен контролировать, потому что у императора должно быть все на месте и правильно. А почему, скажи, пожалуйста, ты вот так вот думаешь, вот, что ты жертва в этих отношениях или вообще? Ну, потому что мне приходится защищаться. От чего ты защищаешься в этих отношениях? Сейчас. От действий? Кто тебя, как вот, почему от действий? Скорее всего, потому что вы ожидали от него каких-то действий, которые, он должен был продемонстрировать, должен был стать перед вами каким-то героем, который осуществляет мечты, планы. И, собственно говоря, он где-то на этом завис. Такое впечатление, что он не знает, что делать. Как вот перед вами предстать вот таким вот императором, героем-любовником, смелым, так сказать, мужчиной, который сворачивает горы и предоставляет вам все удовольствия от жизни. Может быть, у тебя вот завышенные требования, скажем, или, может, ты думаешь, что это связывает мне руки и ноги, и голову, и мысли. Я не могу дать то, что она хочет. У меня руки и ноги связаны. А почему у тебя руки и ноги связаны? Мне нужно брать управление в свои руки. Во-первых, у меня есть какая-то определенная цель. Но эта цель, она в данное время как-то я не достиг этой цели пока. Я понимаю, что я обещал, может, он вам каких-то обещаний там надавал, и он думает об этом очень-очень сильно. Как-то он погорел на своих обещаниях. Как стали вы спорить по поводу этих обещаний. И вот видите, он очень много думает о том, что было в прошлом между вами. Да и вообще как-то в его жизни, должна вам сказать, есть какие-то задачи, которые он пытается выполнить ради вас, возможно, ради вас или ради себя, но это как-то тяжело ему дается. И, знаете, какая-то планка завышенная. Кто эту планку такую поставил? Чья идея? В общем-то, вся проблема в том, что между нами расстояние еще к тому же. И, собственно говоря, идея-то в том, что я-то должен преодолеть это расстояние. Это я должен сделать. Я обещал, я хотел быть, так сказать, показать себя с лучшей стороны. Я считал, что я с этим справлюсь. И я же попался на собственный крючок, то есть на свои же обещания. Теперь я связан по рукам и ногам. Мы продолжаем быть на расстоянии. Я борюсь за то, чтобы приехать.
или же там забрать ее, и это мне удается не слишком хорошо. А что, собственно, мешает тебе реализовать твои планы, обязательства какие-то? Ну, ничего мне не мешает. Обязательства у меня есть, но я выполню все то, что обещал, или дождусь того, что обещал. В общем, ваш мужчина на сегодняшний день хочет вас, скучает за вами, борется с обстоятельствами ради вас, хочет выполнить обещание, то, которое дал, но чувствует зависимость от множественных каких-то проблемных ситуаций. И это его огорчает. Он думает о вас прямо сейчас, и причем много-много, если, скажем так, вот по этим картам, да, есть вот тут у меня, он думает о том объединении, да, потому что, вот они, объединение, которое должно быть у вас, то есть семья, он уже наслаждается мыслью, это его как спасает прямо сейчас, каждый день, то, что может быть с вами. Он хочет с вами семью, он хочет наслаждаться жизнью, он хочет, скорее всего, ребенка от вас, если вы молоды. Ну, здесь проблема расстояния. Расстояние, и человек к вам относится достаточно серьезно, невзирая на препятствия между вами. Как часто он думает о вас? Как часто? Может быть, он прямо сейчас вот он думал. Постоянно. Постоянно думает о том, чтобы получить свободу, заработать достаточно денег, думает о каком-то законном разрешении вашей ситуации, думает о той зависимости, которая еще до сих пор существует в его жизни. К тому же он о вас думает очень много в сексуальном плане, фантазирует по поводу вас, увлечен вашим телом. У него, знаете ли, конкретные фантазии по поводу вас. Очень он, так, знаете, хочет вас очень сильно, именно в сексуальном плане, много раз хочет. Считает, что вы по закону его женщина должна быть, и хотел бы быть рядом с вами. И в этом даже есть зависимость человека, то есть он, знаете, его тянет, он ваш человек именно в интимном плане. Но вот это вот невозможность, да, вот невозможность объединиться, невозможность получить то, что хочется, удручает человека, и он иногда закрывается и уходит там в молчанку, уходит, возвращается, как-то такое, может быть, он так себя сам спасает, часто, очень часто о вас думает и страдает от того, что вы не вместе. Практически вы у него постоянно в голове. Ну, тут такое, как бы человек чувствует себя достаточно стабильно в жизни, ну, работает, есть у него доход какой-то, вот. Еще вот. Но вот в ваших отношениях никак вот не случится нечто грандиозное, может быть, встреча, может быть, объединение, наконец там жить в одном доме, спать в одной постели. И это для него как испытание, прям просто вот как какое-то наказание, карма. Но, в принципе, ну что, нужно терпеть. Бог терпел и нам велел вот так вот. Так что мужчина очень часто думает о вас. И здесь такая немного страдания, немного надежды, ну всего понемногу у него вообще в жизни. Так.
Какого плана мысли у этого человека? Ну, я уже вам их сказала, раскрыла эти мысли, но... Ну, ему не хватает вас, знаете, он думает, опять справедливость выпала, о том, что он готов или он готовится к встрече, к объединению. Но знаете ли, он думает о том, как он будет строить с вами жизнь и о том, насколько вы ему нужны в сексуальном плане. Просто это, конечно, вот его удручает его одиночество мужчины, который не имеет в постели своей женщины, рядом, чтобы она была, чтобы она спала рядом с ним, и чтобы это было тогда, когда он захочет. В общем-то, здесь такая его как бы мысли, да, он то приближается к вам, ну, строя планы, вы разговариваете, то он уходит от вас в свое одиночество из-за того, что ему просто больно, что вы не рядом, потому что он постоянно хочет иметь вас рядом, вот что. Его удручает медленность развития ситуации. Медленно все идет, очень долго, какие-то мелкие шаги. Вот, поэтому он грустный. И, ну, какого плана мысли? Хорошие у него мысли о вас на будущее. Единственное, что нет объединения, вы не вместе. Вот, он хочет объединения, он хочет быть рядом с вами. Вот что. Хорошо, а что ты делаешь для того, чтобы быть вместе? Я уже так, знаете, поверну дело. Ну, практически выжидает, неся вот этот груз на свои ожидания на своих плечах, тяжело ему выжидать, это разбивает ему сердце, он вас ревнует, ну, какие-то действия там у вас происходят, планы, вот построение планов, совместное построение планов жизни какой-то на будущее, вот, но в принципе понимает, что нужно выжидать. Почему нужно ждать? Как ты считаешь? Ну, нужно ждать и все. Потому что, ну, большой дядя так сказал. Может быть, сейчас вот эти границы перекрытые, когда люди не могут объединиться, когда переехать, когда много чего усложнилось, да. И, ну, просто вот в одиночестве человек. И, собственно говоря, вот действовать-то он-то хочет, но не может, ждет шанса, ждет момента, когда все можно сделать в физическом мире, проявить как-то, проявить все то, что, ну, на данный момент только общение такое теплое, мало чувств, скажем, физического проявления его. Дай мне твое тело, я хочу быть рядом с тобой. В общем, ждет, когда вот на самом деле проявится вот в физическом мире вот эта возможность объединиться и, так сказать, проявить вот этот туз жезлов, чтобы жезл уже наконец-то насладился жизнью, понимаете? Он весь в этих мечтах, в очаровании вами, как это будет, какое счастье будет, когда вы будете рядом с ним. Обстоятельства пока что заставляют его быть в одиночестве и только лишь мечтать о вас. Ну, я не знаю, может быть, вы этого и не знаете, это что человек настолько увлечен вами и настолько хочет вас. Может быть, если он от вас прячется, то это лишь потому, чтобы, ну, перетерпеть, что ли. Ну, какая-то такая, ну, психологическая реакция, что ли, у мужчины. Так, хорошо. Вот она, наша красавица, ждет под деревом, когда обстоятельства поменяются, когда можно будет действовать. Но вот у меня вот эта карта, она как-то подталкивает к мысли к тому, что он-то не очень-то и действует.
Он как-то сидит и ждет. И больше вот обращает внимание на негативную сторону самой ситуации, чем на позитивную. Вот грустит и грустит мужчина, сидит под деревом. Ну, не знаю, какого-то вот пенделя ему не хватает конкретно. Такой он, знаете, больше в мечтах, больше в каких-то ощущениях, чем в действиях вот этот человек. Хорошо. Какие он испытывает чувства, мысля о вас, думая о вас? Боже мой, он вас хочет. Хочет до такой степени, что вы даже представить себе не можете. Это катастрофа, и, наверное, грустит он вот так вот тяжко просто ему, потому что изнывает от тестостерона, он бьет уже во все, так сказать, стороны, разрывает тело мужчины, поэтому эмоции тут конкретно сексуальные. Ну давай еще покажи. Какие эмоции ты испытываешь? Он испытывает, кстати, переживания о том, что, может быть, у него есть конкуренты, потому что вы на расстоянии, потому что вы красивая женщина, желанная женщина, потому что вы пара, потому что он вас хочет, не может. Я даже объяснить не могу, насколько он вас хочет, понимаете ли. Тут уж такое, эти мечты, бесконечные мечты, он может наслаждаться только мечтами. И, знаете, он настолько мечтает о том моменте, когда он вас получит в свои руки в конце концов. И все, это будет все. Она моя на сегодня и навеки, и до скончания веков. Буду делать с ней все, что хочу. Я буду ее открывать. Она очаровательная, она таинственная, она самая желанная, она меня манит, тянет. Но вы посмотрите, что творится, какие эмоции он испытывает. На самом деле человек увлечен вами до такой, до конкретно, знаете, ну, сексуальные эмоции он испытывает. Сексуальные. Он вас хочет, хочет, хочет и еще раз хочет. Ну, также он хочет сделать для вас, как бы думает о том, как для вас организовать безбедную жизнь, работать для вас, понимаете? Ну, может быть, отвлечемся мы немного, да? Как вот преодолеть препятствия, которые возникли на пути вашего объединения, как отбить врагов, то есть отбить тех конкурентов, которые могут возникнуть у него на пути. Даже если вы приедете к нему, то он всегда готов защищать вас как герой, понимаете? Если что, набью морду любому. Вот. Дальше. Страсть, он, знаете, готовится эмоционально к тому, как вы будете его подчинять, как это, знаете, как вы будете его завлекать вашей тонкостью, нежностью, гибкостью и сексуальностью, как эта страсть будет разгораться между вами и как этот Лёва будет подчиняться вашей энергии, то какая вы сильная, я готов пасть к твоим ногам, лишь бы ты была такой, как я тебя представляю, какой я тебя хочу. Вы знаете, он вас настолько нафантазировал, столько у него мыслей о вас, что он днем и ночью думает о вас вообще. Он только вами и живет. Он хочет проявиться в вашей жизни как мужчина, который, ну, может, исполни любое мое желание. Я хочу, чтобы это было между нами и ну, во всех возможных вариантах, так сказать, и в лифте, и в поле, и в кровати, и на кухне, и все такое. Я вот маг, я творю вот нашу жизнь, и подчинись мне, сделай то, что я хочу, и как я хочу, и еще ты будешь моей на всю оставшуюся жизнь, потому что я хочу тебя с моей женой, ты обязана, ты дашь мне то, что я жду, когда это мое желание исполнится.
Вот какие чувства. Скучает он по вам, хочет он вас бесконечно много, вообще, может быть, даже не 24 часа в сутки, а больше, потому что вы снитесь вы ему, и, желание бесконечное о вас, завладеть вами, быть с вами. Вот как мужчина. Вот, жаль мне, что между вами такие препятствия, потому что на самом деле мужчина хочет быть с вами, хочет жить с вами одной жизнью. Раз любит, значит преодолеет все препятствия, и вы обязательно будете вместе. Спасибо, мои дорогие единички, за то, что вы были со мной. Ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Те, кто еще не подписан. А я приступаю ко второму варианту. Итак, что он думает обо мне сейчас? Истинные мысли и чувства. Давайте я положу эту карту вот так. Вылетела. Думает ли о вас этот человек? Я потом ее использую и приложу. Думает ли о вас опять та же самая карта? Что, будет повторение истории? Думает о вас этот человек опять же в негативном, скажем, в грустном каком-то ракурсе. Что-то не так. Давайте я вот так вот приложу эту карту. Почему вылетела? Может быть, разрыв отношений произошел? Да, разрыв, именно разрыв, потому что, в общем-то, здесь он какое-то решение принимает в этом разрыве. Может быть или не быть, а может быть и вернуться. То есть я пока что не могу сказать. Хорошо. Что там у тебя за мысли такие строгие, такие прямо... Видимо, был разрыв, было принято какое-то жесткое решение между вами. Человек сейчас не то чтобы счастлив от того, что вы разорвали отношения, чувствует он себя одиноко, ушел в какую-то конкретную паузу, или же он просто ищет возможность восстановиться. И грустно ему, потому что, разрыв с женщиной, да, или со второй половиной, но сейчас вот он в данный момент пытается сохранить равновесие в своей жизни, делает какие-то шаги. По какому поводу эти шаги? Нет, может быть, он думает о том, чтобы делать какие-то шаги, но не готов эмоционально к тому, чтобы что-то как-то идти навстречу вам. Сейчас балансирует так между да и нет, возможно, действовать или не действовать. На самом деле понятия не имеет, как ему поступать. И здесь такая прострация конкретная. Вот думаешь, что ты думаешь сейчас? Практически зависание. Не то, чтобы человек сконцентрировался прямо на вас. Давай, говори. Но он очень хорошо помнит, как это было между вами. И у него очень много воспоминаний приятных в ваших отношениях. И такое в нерешительности. Нужно сказать, что думает периодически, эти мысли уходят из его головы, возвращаются в его голову. Нужно сказать, что вы присутствуете в его жизни вообще сейчас, даже если он никак не отзывается, никак не проявляется в вашей жизни, он думает о вас. И думает иногда даже конструктивно, думает о вашей связи. Если между вами была физическая связь на самом деле, в физическом мире, не отношения на расстоянии, то он вспоминает эту связь.
Что ты еще думаешь? Да, да, вот именно связь физическая для мужчины, и это нормально, имеет очень большое значение. Скажем так, это тот двигатель, который может вернуть мужчину, и если у мужчины есть притяжение к женщине, сексуальное, то мужчина, конечно же, не оставляет женщину и не покидает эти мысли. И да, тут говорится о том, что думает, вспоминает о вас очень как о женщине, которая задела его сердце. Может быть, это вот здесь император, императрица вышли, да, может быть, это были отношения мужа и жены, которые разошлись, да, но не разошлись окончательно, воспоминания о семейной счастливой жизни. В общем-то, думает, очень часто думает о том, что хочет с вами поговорить, просто поговорить, как-то сконтактировать с вами. Очень часто думает о том, что хотелось бы увидеться, не хватает ему этой вашей энергии, присутствия какого-то. В общем, меч этот, который вылетел первый между вами, он пока висит в воздухе. И мужчина в нерешительности. Менять вот это вот положение между вами, не общения, разрыва, ухода, развода, может быть, почему этот меч лег между вами? Ну, несерьезность какая-то была, скажем так, один был несерьезен, а другой был слишком напорист, слишком требователен. Знаете ли, характеры, скорее всего, не сошлись вы, не знаю, как-то, может быть, знаете, вот, ну, не поработали вы, что ли, над отношениями, разошлись, как в море корабли, не доделав дело до конца. Вот что здесь у вас получается. Собственно говоря, человек, мужчина, не совсем в хорошем положении от того, что произошло между вами, думает часто, очень часто о вас сейчас, думает вот сейчас, но делать что совершенно не знает. В растерянности, в недоумении, в нерешительности, но принимает решение, как бы в позиции принятия решения, делать шаг навстречу или не делать уже ничего и никогда. Может быть, он выжидает и ваше движение по отношению к нему. Да. Как часто он думает по отношению? Знаете ли, он думает, как я уже говорила, очень часто, но его мысли вот об ответственности в ваших отношениях, об том уроке, который возник в ваших отношениях, о тех спорах и недоразумениях, о той конкуренции между вами, кто прав, кто виноват. Может быть, где-то, знаете ли, были у вас разговоры о том, что я, так сказать, свободный, могу себе пойти своей дорогой. Ты тоже свободен и иди своей дорогой, свободно, да, мы свободные люди, и мы выбираем наш путь. То есть, ну, никто никого не держит, никто никаких обязательств не имеет друг перед другом. Сейчас между вами расстояние возникло, но все же вот вы остались его звездой, может быть, даже, скажем так, недосягаемой, или, может быть, как-то, знаете, помрачнела эта звезда, когда помутнела вот из-за этих стычек каких-то непонятных между вами. А может быть, здесь было вмешательство и третьего лица, и какой-то, ну, обман вошел в ваши отношения. Такое, знаете ли, звезда помутнела, потому что, собственно говоря, болото такое всплыло на поверхность между вами.
И тут, так сказать, пришлось принимать решение и уходить, и расставаться, потому что, ну, здесь явно мужчина обижен на женщину. Претензии у него к вам за какое-то ваше неблаговидное поведение. Он считает, что не так супруги или люди, которые любят друг друга, должны быть не в таком союзе. Какой-то, знаете, как будто бы ощущение того, что урок не пройден. Урок не пройден. Нужно сказать, что как часто он о вас думает. Он вообще о вас думает. Он думает об этих отношениях, о том, как все это было, почему все это было, что он анализирует, хочет сделать выводы из того всего, что произошло. Все события он как-то пропускает через свою голову. И с прошлым хочет, пока что защищается, но очень хочет как-то преодолеть вот эту тяжесть, которая возникла в его сердце. И на сегодняшний день ему нужна пауза, и еще нужна пауза, он там должен в ней сидеть, потому что на самом деле вот к действиям этот человек не готов. Но думать о вас он очень думает много, и не только о вас, вообще о тех событиях, которые были между вами, он анализирует постоянно. Какого плана у него мысли у человека? Ну, только лишь борьба между вами, какой-то треугольник тут возник, вот, ну, скажем так, наверное, почему он должен был свое счастье делить с кем-то там? Он думает о том, что из-за того, что ему пришлось стоять в очередь за вами, конкурировать, он остался один. И между вами расстояние, и вы теперь далеко-далеко, теперь ему нужно планировать свою жизнь, думать о том, что это было. Хочу победить, не хочу я страдать в этой жизни. Если я хочу быть с тобой, то я хочу, чтобы ты была моя. Только моя, никаких конкурентов или там каких-то там третьих лиц не должно болтаться в наших отношениях. Вот, я хочу чистых, искренних отношений, потому что я знаю, что мы подходим друг к другу. Я хочу, ты разбила мне сердце. Страдания. Он, конечно, держит себя в руках. Не то, чтобы там он, знаете, впадает вот такие вот прям в отчаяние. Нет. Он, может быть, думает о том, что как бы если повторить вот это, то, может, как действовать, каким должно быть, что он хочет в отношениях, в будущем. Потому что есть вы в его жизни, никуда вы не делись, чувства у него к вам сохраняются. В то же время разочарование и разбитое сердце тоже сохраняются. И какие он испытывает эмоции, чувства по отношению к вам вот в данный момент. Тяжело ему в своем одиночестве сейчас. Это его основная эмоция. Он хотел бы быть главой семейства и иметь рядом, быть в центре, быть папой, быть мужем, быть хозяином дома, обеспечивать этот дом. То есть он как-то поменял свою роль из короля Пентаклей на короля мечей. И это основная его тяжесть. Плохо ему одному. Нужно ему как-то... Но он защищается, вот он не показывает вам, что ему плохо. Тем не менее, воспоминания, прошлое тянет.
но ситуация, которая, скажем, гордость, что ли, не позволяет двигаться по направлению к вам, хотя, ну, очень, так сказать, и вы ценность для него большая, дом, который у вас был, отношения, которые были между вами, дети, возможно, там у вас уже родились, хотел бы он все это вернуть, но понятия не имеет как, и страшно ему, и тяжко ему, и боится он предательства снова, наступил на грабли 1000 раз, боится, обороняется, не знает он. В общем, эмоции у него такие, что он хотел бы стабильности, хотел бы, чтобы все было как раньше, но понятия не имеет, как это вернуть и с чего начать. И хочешь ли ты начать вообще? Стою в выборе, не знаю, страшно. Чего ты боишься больше всего, чтобы вот начать? Нарушение моей гармонии, моего покоя, незрелости какой-то, что ли, разбитого сердца. Боюсь, что меня снова, ну, то есть боюсь, что она не готова к отношениям таким, как я ей предлагаю. Боюсь вернуться в отношения и снова наткнуться на то же самое. А я хочу покоя, я хочу равноценного обмена, я хочу не бояться в отношениях ничего, не ожидать какого-то ножа в спину. Вот поэтому я не могу сделать выбор однозначный к тому, чтобы вернуться назад. Мне лучше быть одному, хотя я должен понимать, что я хозяин положения, хозяин моей женщины, хозяин моего дома. Никто, ни с кем я не конкурирую. Все должно быть так, как я сказал, так, как я хочу. И вот поэтому меч висит между нами, и поэтому я в ожидании. Ну скажи мне, пожалуйста, вот, насколько тебе нужна эта женщина, о которой мы сейчас говорили? Я очень сожалею о потере этой женщины. Я очень сожалею, что я ушел, но я вынужден был уйти, потому что третьей персоны в своих отношениях я не потерплю. А к чему ты все-таки, вот скажи, подсознание твое, хочу посмотреть. К чему ты склоняешься? К тому, чтобы быть на расстоянии от этой женщины, или все-таки вернуться, объединиться с ней? Что твое подсознание хочет? Я хочу быть с ней, я хочу быть ее мужем. Моя ты женщина, мой пентакль ты, я хочу держать тебя в руках. И мое подсознание ведет меня туда, держать мой пентакль, то есть твое тело в моих руках, днем и ночью всегда, и не только твое тело, и твои мозги, дорогая. Вот как. Понимаете ли, мужчина, ну, собственник. Вот так вот, дорогие мои. Я так понимаю, что история далеко не закончена, и мужчина ваш, но сражается там со своими внутренними ветряными мельницами, ревнует, может быть, зря ревнует вас вообще, может быть, это все надуманное, да, какое, вот и твоя ревность, она реальная? Да нет, это все его фантазии, король жезлов тут нафантазировал и пошел, так сказать, ну, такой он горячий, вот он, меч поднял. Ну, может быть, человеку нужно отдалиться для того, чтобы прийти в сознание, в порядок, разобраться, поставить все по полочкам и вернуться к вам королем пентаклей, сказать: дорогая моя, выходи за меня замуж. Это был второй расклад.
Благодарю вас за то, что вы были со мной. Ставьте лайки или дизлайки. Я всему рада. Пишите ваши комментарии, насколько я резонировал. И подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Буду очень рада вашей подписке. Не забывайте нажать на колокольчик. Простите за оговор. Колокольчик очень важен. Итак, я приступаю к третьему раскладу, дорогие мои гости. Зрители, те, кто выбрал третий вариант. Что он думает обо мне сейчас? Истинные мысли и чувства. Итак, думает ли о вас этот человек? Паж чаш. Ну, по этой карте можно сказать, что да, мечтает. Но здесь что-то такое, знаете, юное какое-то, может быть, недавно познакомились. И это такие, знаете ли, мысли перед сном, какие-то мечты, какое-то, знаете, какое-то нежное очарование друг другом. Может быть, улыбается, когда думает о вас и вспоминает ваше общение какое-то или вашу встречу. В общем, как бы новое знакомство. Может быть, мечтает о детях с вами уже. Ну, давайте я раскрою, да? Думает ли о вас этот человек? Ну, вот в одиночестве, да? Очень много думает. Где-то он на расстоянии от вас или так закрывается от вас. Что думает еще? Думает вот, не изменяете ли вы ему? А сколько у вас мужчин? У него разного рода мысли. У него мысли меняются по, скажем так, каждая меняется через каждую минуту. То он думает, что сидит в одиночестве, так сказать, он прячется о вас. Мысли его бывают нежными, очень тонкими по отношению к вас. То он думает, что вдруг у вас их там очень много, этих вот таких, как он, кавалеров. То он думает о том, какая вы женщина в семье, жениться на вас, построить с вами отношения когда-нибудь. Он думает о том, что открывать ли вам свое сердце, потому что, собственно говоря, давать ли вам этот кубок любви, преподносить ли вам. Вот. Но в то же время он думает о том, готов ли он открывать это сердце, чтобы, так сказать вам, вот люблю тебя, хочу на тебе жениться, хочу от тебя детей, хочу жить с тобой в одном доме, под одной крышей. В общем, мысли у него меняющиеся. У него, знаете ли, много мыслей на разные темы, но то, что он о вас думает, это да. Пока что там где-то там в своей келье он думает, по ночам он о вас думает, но думает он конструктивно, разбирается в своих мыслях, может быть, к чему его больше склоняет его мысли. Самое главное, вот центральная карта, это то, что он не уверен в вашей преданности. Может ли он рассчитывать на вас, как на девушку, как на женщину? Может ли он положиться? Готов ли он сам открыться вам и быть с вами навсегда? А не понравится ли ему еще какая-то другая, вдруг там внезапно, да? То есть какая-то неготовность, незрелость у него явно просматривается в мыслях о вас, вот такие вот хаосные, хаотичные мысли, скачущие о вас. Хорошо. Как часто думает о вас этот человек? Задуманный вами человек. Явно отношения развивающиеся, я так понимаю. Недавно вы познакомились где-то там. Как часто он думает о вас? Опять та же карта. Знаете, вот не думаю, что слишком часто. Где-то он, когда он один, может быть, ночью в постели, а может быть, знаете, когда его сознание где-то улетает. В общем-то, этот мужчина
или человек, которого вы задумали, да, может быть, мужчины смотрят, женщину задумали, очень еще сконцентрирован на своей свободе, на том, что у него может быть много девушек, и, собственно говоря, он хочет быть свободен в своих действиях. Есть у него еще какая-то такая личная черта характера, зависимость от своих таких желаний, которые он обязательно должен исполнить. То есть вот незрелость этого человека явно просматривается. Он мечтатель, но, знаете, он иногда делает глупые поступки. И, знаете, идет по своему инстинктивному какому-то зову. Знаете, он может там поехать к какой-то девушке, там переспать с ней и вернуться домой и спрятаться, и больше не разговаривать с этой девушкой, ну, как бы не сделать один такой поход, потому что он умеет завладеть умом девушки, склонить ее на свою сторону. В общем, умение манипулировать и представлять вот своим обаянием каким-то, своей красотой, молодостью, в общем, умение использовать человека, это у него просто-таки в крови. И, собственно говоря, все это ради меня любимого. Он любит отношения с любовницами, то есть тоже с девушками свободными. Может быть, он может заводить отношения с замужними женщинами, и это его очень устраивает. Он такой Казанова, он любитель залазить в постельку тайно. И это его прям заводит. И вот прям это его адреналин, который подстегивает. И он на этом завис. Знаете ли, он такой, как будто бы женщину-то он себе хочет выбрать. У него есть эта цель для жизни, но он всегда ищет, вот может быть это, а может быть еще другая, а может быть еще какая-то. В общем, звезда какая-то его, она всегда где-то там далеко, он к ней еще не дотянулся, он еще не нашел свою perfect girl, не нашел он эту девушку. И, собственно говоря, как часто он думает о вас, ну так же часто, как и о других. Вы в ряду вот этих вот еще других девушек. И это не потому, что он там, потому что вот он не выбрал ни вас, ни другую девушку, ни еще какую-то. Он свободная птица. Куда хочу, туда лечу, что хочу, то делаю. А кто мне может помешать или запретить? А моя девушка еще впереди, я еще не определился. Вот какой мужчинка нам попался по третьему раскладу. Хорошо, какого плана у него мысли именно о вас? Именно о вас. Давайте-ка, даст ли нам он эти мысли о вас? Но опять же, да, я не знаю, выбрал ли я ее, готов ли я к ней. Хотя мысли, да, он думает. Ну, опять же, много всяческих мыслей. А потом он думает о теле вашем, о теле, да. У него очень много мыслей, скажем так, сексуального плана, именно сексуального. Знаете, все, что он хотел бы, это вот вы. Вы, какая вы есть. Он вас оценил, да. Очень оценил, и если он о вас думает, то встретиться снова и получить ваше тело. Давай еще. Какого плана мысли о девушке, которая спрашивает? Ну, опять же, дай мне твою любовь, дай мне ее.
дай мне твое тело, дай мне твое чувство. И все. И после этого я хочу уйти, вернуться в свое пространство. Ну, какой-то конкретный товарищ, Казанова, который совершенно... Ему интересно сам процесс физического контакта, владения женщиной, вот этот флирт, вот это состояние чувственности, возбуждать женщину, чтобы она открывалась, давала ему. Знаете, он такой, который умеет это делать, открывать женщину. И она открывается как роза, она пахнет для него, она готовится, она одевается, она красится, ароматы, она идет к парикмахеру, все специально для него. И вы тоже так делаете. И он, знаете, ну явно такой мужчина, взрыватель чувств женских, но он он только на это способен. Нравитесь вы ему, да. Если он к вам придет, он снова, так сказать, на встречу с вами, на вот это пиршество, смакование телами, какой-то супер секс, и все. Он сел в машину и уехал. До свидания. А может быть, он ушел к другой женщине. Ну, вы скажете, бабник. Да? У меня он скорее как Казанова проигрывается. Вот прям вот он несет вот эту чашу, да, чувственности в своей руке, когда он взрывает сердца, чувственные, эмоциональный настрой женщины. И я свободен, я не зрелый, я не готовый продолжать отношения или развивать с тобой отношения. Я не знаю, ты ли моя девушка или не ты. Я над этим даже не задумываюсь. Сейчас ты мне нужна как женщина. Я готов быть с тобой. Ты готова дать то, что я у тебя прошу? Вот как. Какой он. Хорошо. Какие он испытывает эмоции, чувства истинные по отношению к вам. К вам, дорогая девушка, женщина, которая смотрит этот расклад. Истинные мысли и чувства. Чувства мужчины, о котором мы сейчас говорим. Раскрывай свои чувства к девушке, которая смотрит на тебя. Не раскрою, потому что у меня есть свой путь. Я не раскрою свои чувства ей. Почему ты такой? Почему? Я герой-любовник. Мне нужно, моя задача вскрывать сердца женщин. Я не могу и не хочу, и это не моя цель, не моя задача, открываться, впадать в зависимость, любить данную женщину. У меня своя цель, и я к ней иду. Но все-таки что-то ты чувствуешь к этой женщине, девушке. Я хочу, чтобы она была спокойна. Я хочу возвращаться к ней, и чтобы она понимала, что я не останусь с ней навсегда, но меня к ней тянет, потому что я наслаждаюсь общением с этой девушкой. Здесь какие-то, знаете, тем не менее, я хочу чтобы она понимала, что я ее обманываю,
что она у меня не одна, что я так и дальше буду поступать. Так и дальше я буду это делать. Что ты еще чувствуешь к девушке? Я всегда буду уходить. Она должна это знать. Я хозяин своей жизни, и я строю жизнь так, как я считаю нужным. Так, как я считаю нужным. В общем, ничего он вам не обещает, дорогая девушка, этот мужчина. Свободный Казанова, который герой-любовник, которого любят многие женщины. Может быть, многие женщины стоят в очередь, чтобы переспать с таким мужчиной. И вы там же, в этой очереди. И, собственно говоря, и это и ваше счастье. А он хочет и чувствует к вам притяжение, любит уединяться с вами. Вы доставляете ему истинное наслаждение как женщина, но это только на эмоциональном уровне, то, что он готов. Остальное, знай, дорогая, что я не твой герой-любовник. До тех пор, пока ты согласна быть со мной, я буду с тобой. Если нет, то я еду дальше. Вот такой у нас товарищ попался. Интересный экземплярчик. Ну что же, пишите комментарии, как это резонирует с вами, что он думает о вас сейчас, истинные мысли и чувства. Ставьте лайки, если вам понравилось, или дизлайки. Спасибо за все. И подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. С вами была Елена. До следующих встреч. Пока.